Меня зовут Максим Герасимов. Это экспресс-курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Это первое занятие, и сегодня мы узнаем и научимся. Как подготовить рабочее пространство? Какая техника нам понадобится? Какие приложения нужно установить на смартфон или планшет? Какие материалы будем использовать? И слепим из пластилина своего первого персонажа. Пройдя этот курс, вы научитесь создавать вот такие короткие пластилиновые мультики. Задача этого курса в очень короткие сроки прийти к успешному результату. Начнем мы с подготовки рабочего пространства. Для этого нам понадобится стол, стул и обычный альбомный лист. Кстати, я буду использовать канцелярский коврик. Также можно использовать коврик из-под компьютерной мышки, он тоже подойдет. Для чего это нам нужно? Чтобы стол не вымазать в пластилин. Коврик мы кладем перед собой, и всю подготовительную лепку мы будем делать на нем. Также нам понадобится смартфон или планшет. Подойдет в принципе любой. Главное, чтобы на нем была установлена одна из последних систем Android или iOS. Проверьте, чтобы на вашем устройстве было достаточно места для того, чтобы можно было записать материалы и установить приложение. Естественно, на нем должна быть камера. Подойдет любая, и этого уже достаточно. Я буду показывать на системе Android. Еще нам понадобится штатив для смартфона. У меня вот такой вот штатив с гибкими ножками и с очень низкой посадкой, что довольно-таки удобно. На штативе должно быть крепление под смартфон. И в принципе, для того, чтобы понять основы стоп-моушен анимации, можно обойтись и без штатива. Но об этом я расскажу чуть-чуть позже. Также нам понадобится настольная лампа. Подойдет в принципе любая настольная лампа, которая есть у вас дома. У меня вот такая настольная лампа, она крепится на стол. И очень удобно, если и ваша настольная лампа имеет возможность гнуться. То есть это можно направлять ее ниже чуть-чуть поставить, выше поставить. Можно ее, вот я покажу, включить ее. И таким образом, то есть влево направить, вправо направить. И мы можем таким образом освещать нашу рабочую пространство, то есть точнее нашу съемочную площадку. Будем использовать, конечно же, еще пластилин. Обычный пластилин для детского творчества. Главное, на что обратить внимание при выборе, это чтобы пластилин, который вы выберете, не красил руки. Потому что бывает такой пластилин, после работы с которым ваши руки становятся цветом такого же, как и сам пластилин. Теперь перейдем к приложениям, которые, собственно, надо установить на наш смартфон, чтобы создавать крутые ролики. Первое приложение, которое мы будем устанавливать, называется Stop Motion Studio. Для этого нам нужно войти в Play Market, в поисковике ввести название этой программы. Она называется на английском языке Stop Motion Studio. Находим это приложение, синенькая иконка с камерой. Выбираем его и нажимаем «Установить». После того, как приложение установлено, мы его открываем и смотрим, чтобы все корректно работало. Приложение Stop Motion Studio бесплатное, но в ней есть платное расширение для более профессиональных возможностей. В принципе, бесплатной версии нам хватит для того, чтобы изучить основы стоп-моушен анимации.
После того, как мы проверили, что приложение работает на нашем смартфоне, мы его можем закрывать и переходим к следующему приложению. Следующее приложение это YouCut. YouCut это приложение для видеомонтажа на смартфонах и для редактирования. Мы опять заходим в Play Market, в поисковике пишем YouCut. Находим это приложение, это оранжевая иконка с ножницами, нажимаем «Открыть» и «Установить». После того, как приложение установлено, мы его открываем, смотрим, что оно тоже у нас корректно работает и можем закрывать. Приложений видеомонтажа на смартфонах в принципе много, но я выбрал именно YouCut. Почему? Потому что оно более простое и в принципе для тех нужд, которые мы будем использовать, оно вполне подходит. В нем также есть платное расширение, но они нам не понадобятся. Мы будем использовать бесплатную версию. Все, мы можем его закрывать, оно у нас установлено. Еще одно приложение, которое нам понадобится установить на наш смартфон, это приложение под названием Reverse. Это приложение дает возможность нам видео переворачивать наоборот, то есть видео будет начинаться с конца и идти к началу. Оно называется Reverse, мы его так и пишем. Находим его, это такая зелененькая иконка с такими треугольничками в обратную сторону. Нажимаем на него, открываем и устанавливаем. После того, как приложение Reverse установлено на наш смартфон, мы его также открываем, проверяем, что оно работает на нашем смартфоне и можем свободно его закрывать. И на этих приложениях, пожалуй, мы и остановимся. Это 3 приложения, которые нам понадобятся для того, чтобы, собственно, снимать, монтировать, редактировать наши ролики. После установки приложения открываем его, проверяем. И на этом, пожалуй, все. Смартфон можем пока отложить. Теперь давайте перейдем к пластилину. И создадим своего первого простого персонажа. Первый персонаж у нас будет действительно простой, он у нас будет без рук, без ног, потому что это будет гусеница. Я выберу, допустим, оранжевый цвет, у меня будет гусеница оранжевого цвета. Берем оранжевый цвет, вы можете взять на свой выбор, какой угодно, то есть цветов много. Что нам нужно сделать? Нам нужно из этого пластилина, собственно, сделать такие шарики. То есть из чего будет состоять наша гусеница. То есть делаем один шарик, берем прямо вот так вот, раскатываем. Прям по поверхности. Крутим так ладошкой, чтобы получился у нас такой вот шарик. Когда шарик получился, мы берем и делаем следующий. Шарики можно делать разных размеров, для того, чтобы когда мы их будем соединять, у нас будут те шарики, которые побольше будут по центру, те, которые поменьше, мы их будем по краям. То есть у нас будет такая гусеница, скажем так, объемненькая. Делаем второй шарик. Сделаем еще один шарик. Можно сделать его уже поменьше. И еще один шарик сделаем. То есть, в принципе, пластилин, видите, он особо мне руки не красит. То есть, этот пластилин довольно-таки хороший. Он и мнется хорошо, и с ним работать довольно-таки приятно. Потому что бывает пластилин, который берешь в руки, а он либо плохо лепится, либо действительно красит руки. И потом, когда берешь, допустим, цвет какого-то другой, особенно если этот цвет светлее, допустим, белый или вот светло-желтый, он начинает вымазываться тоже. И тогда не совсем приятно и не совсем красиво получается.
Поэтому при выборе пластилина всегда обращайте сразу на это внимание, чтобы у вас потом в дальнейшем не возникло вопросов, почему у вас другие детали становятся, ну, скажем так, другого цвета. Они становятся грязными, это не совсем красиво в кадре смотрится. Так, я уже слепил 4 таких шарика. Вы можете сразу либо повторять за мной, либо смотреть, как я это делаю. У меня уже 5 шариков. Ну, я думаю, можно сделать таких шариков штучек 6, 7, 8, где-то так, чтобы у нас такая гусеница была довольно-таки длинноватая. Вот у меня уже получилось 5 шариков. Я сейчас сделаю 6-й, уже поменьше. И сейчас сделаю, наверное, еще... Еще сделаю, так, это у меня вот 6. И, наверное, еще 2 шарика сделаю. Как раз вот из одного пластилина, вот из одной такой вот как бы оранжевого цвета у меня и получилась гусеница. То есть такие вот шарики. Это у меня уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и вот 8-й шарик. Давайте скатаем и посмотрим, что у нас из этого выйдет. Есть. Теперь нам надо эти вот шарики, собственно, соединить. Что мы делаем? Мы берем просто их вот так вот и слепливаем. Теперь вот то, что мы слепили шарики, мы берем и друг к другу вот так вот присоединяем. Стараемся присоединять так, чтобы они сильно не теряли свою форму, чтобы все-таки оставалась форма шарика. Потому что если сильно надавить, а пластилин он именно от тепла рук, он начинает более становиться эластичнее и мягче. Поэтому то есть, старайтесь так делать, чтобы сильно он не нагревался. То есть если его сильно долго мять или тереть, он становится более мягким. Вот. И, ну, собственно, вот мы соединили нашу гусеницу, наши, вот, скажем так, эти шарики. И вот что у нас получилось. Вот такая вот гусеница. Теперь, чтобы действительно она была похожа на какое-то именно персонажа, нам надо сделать ей лицо. У нас гусеница будет состоять из глаз и рта, то есть я думаю, этого будет достаточно. Глаза мы сделаем из цвета, сейчас выберем, какой мы возьмем. Ну, давайте вот пусть будет беленького цвета, чтобы их было хорошо видно. То есть берем и чуть-чуть пластилина. Вот видите, то есть если пластилин, получается, вы брали, использовали в начале темного цвета, а потом взяли светлый пластилин, и руки у вас, допустим, вы не помыли, потому что либо не протерли, а у вас все равно, то есть он остается, потому что в любом случае вы лепите, любой пластилин, он в любом случае чуть-чуть остается на пальцах, то желательно, конечно, с собой иметь либо тряпочку влажную, либо салфетки, либо влажные салфетки. У меня есть влажные салфетки с собой, то есть я возьму влажную салфетку и перед тем, как использовать более светлый пластилин, я лучше протру руки, чтобы они не красили, то есть следующий светлый пластилин. Это, кстати, удобно, и лучше всегда с собой иметь салфеточки под рукой, либо полотенца бумажные, либо просто тряпчаное полотенце, либо тряпочку какую-то, то есть которой вы можете постоянно, то есть протирать руки, используя разные цвета пластилина. Хорошо, то есть я еще раз возьму, то есть белый цвет. Теперь, видите, я его беру, он у меня уже не красится. Чуть-чуть маленькие кусочки, то есть и делаем такие маленькие шарики. Один маленький шарик и второй. И вот у нас получились такие шарики, и мы их вот сюда вот крепим. Это у нас будет голова, и вот, собственно, на эту голову мы прикрепили вот такие 2 глазика у нас будет. Вот, отлично, супер. Теперь нам этой, чтобы гусеница была завершена, нам нужно сделать ей рот. Рот мы можем сделать ей из, допустим, вот желтого цвета, да, или желтого, или красного, какого мы сделаем. Давайте красного, все-таки губы они красные, давайте возьмем и сделаем и нашей гусеницы красного цвета. Тем более наш персонаж будет оживать, и мы будем его
им управлять потом в дальнейшем. Делаем вот такую вначале колбаску, то есть, ну, вот так вот, насколько нам надо. То есть то, что лишнее, если вы видите, что слишком много взяли, вы можете просто отщипнуть и опять к красному цвету, от которого вы брали, ему же и прилепить, потому что в дальнейшем вы будете его использовать. Все, сделали мы такую вот улыбочку, сделаем ей и собственно, приклеим сюда. Вот он прилипается хорошо, то есть пластилин к пластилину, особенно если он нагретый, если вы руками его мнете, то есть он довольно-таки легко друг к другу крепится. То есть если даже у вас где-то отсоединяется, вы опять заново это все присоединили. То есть все отлично. То есть у вас гусеница получилась, и у нас получилась, и у меня гусеница получилась. Вот такая она у нас получилась. Единственное, что можем как бы украсить немножко еще глаза, чтобы они были более реалистичными. Мы возьмем темный цвет, допустим, вот черный цвет, и чуть-чуть буквально отщипнем от черного цвета и сделаем нашей гусеницы зрачки. То есть у нас есть глаза, это белок, да, то есть вот белого цвета, и зрачочки, чтобы было уже точно понятно, что это глаза. Берем и прикрепляем вот такие вот черненькие зрачочки. Ну вот так вот где-то. Вот так у меня получается у этой гусеницы. Вот и отличненько. Вот такая вот у меня гусеница. Так, не распадайся, моя гусеница. Мне с тобой еще сейчас работать. Сейчас мы будем... В дальнейшем мы ее будем анимировать, пока вот у нас такая гусеница получилась. Что можно сделать? Можно не только гусеницу, попробуйте сделать червячка. То есть это намного проще и тоже интересно. Червячка мы можем сделать, допустим, из вот такого, у меня есть светло-коричневый цвет, да, то есть сейчас я ручки протру, чтобы лучше, конечно, вообще всегда взять за правило, когда вы работаете с пластилином, всегда протирать руки. Когда вы используете разные цвета, всегда протирайте руки, чтобы у вас исходный цвет, он не смешивался, на него не было никаких других цветов. Понятно, что тот цвет, который темнее, он не так будет, на нем видны другие цвета. А те цвета, которые посветлее, если вы до этого использовали все-таки темный цвет, он все-таки на руках немножко прилипает. И естественно, что когда вы будете брать более светлый цвет, он будет оставаться. И это будет, то, что я говорил, грязновато смотреться. Итак, берем коричневый цвет, берем прям вот так вот, можно так вот половину берем от него и так гусеницу нашу чуть-чуть в стороночку и прям берем и раскатываем такую вот колбаску. То есть вот прям берем вот так вот и раскатываем, как многие там тесто раскатывают, да, каталочкой. И вот, собственно, мы вот так вот раскатываем ладошкой нашего червячка. Делаем его прям таким вот длинноватеньким, чтобы он у нас был такой же по размерам, как гусеница, хотя бы по длине. Так вот пальчиками можем помогать ему растягиваться. Отлично, вот такой у нас червячок получился. Я как и говорил, что сейчас мы делаем простого персонажа, то есть без каких-либо сложных элементов. Объясню чуть позже для чего. Мы делаем именно попроще. Собственно, вот у нас получился такой червячок. Ну, можем червячку тоже сделать лицо, чтобы он был как бы узнаваемый, не просто какая-то сосиска, а именно, чтобы он был тоже с глазами и, возможно, даже, может, сейчас и рот придумаем. Ну, давайте тут голову немножко его так вот сделаем. Отлично. Что? Ну, давайте глаза тоже сделаем ему белым. Так, у нас есть салфеточка. Мы протираем руки. Всегда помним про это. Берем белый цвет, тоже немножко отщипываем. Это даже много отщипнул. Ну, ничего, то есть можно вот так вот, оп, чтобы удобнее было отщипывать, ну, на глаза. То есть мы берем, раскатываем вначале чуть тоньше, и потом раз глазик и два глазик. Опа. И у нас получилось два таких глазика. Отлично. Теперь эти два глазика давайте прикрепим к нашему червячку, то есть к его голове. Опа, опа, опа. Отлично, супер.
Вот так вот у нас получился такой червячок. Ну, давайте сделаем ему тоже. То есть, как у нашей гусеницы есть глаза с зрачками, давайте сделаем такие же зрачки нашему червячку, чтобы он был более узнаваемый. Ну, ему можем сделать мы какого цвета. Да, пусть тоже будет черненький. Все-таки, как мы начали делать гусеницы черненькие зрачки, так и сделаем и нашему червячку. Так, что-то у меня не совсем одинаковые. Стараемся сделать так, чтобы у нас и глаза, и зрачки были одинакового размера. Поэтому, когда отщипываете, старайтесь, чтобы у вас одинаковое количество пластилина было в обеих кусочках. То есть после этого вы, когда уже выровняли, вы можете их выкатать, и получается у вас уже таких два зрачка. Но у меня все равно один больше, один меньше, ну ничего страшного. То есть прикрепляем зрачочки к нашим глазам, и отлично. Вот у нас уже, видите, такой глазастый получился. Класс. Вот. И что мы можем сделать? Здесь мы можем сделать ему рот просто элементарно, вот так вот ногтем берем, оп, и у нас получился вот такой вот рот. Опа, отлично. Супер. Итак, у нас получилось два таких классных персонажа, одна гусеница и один червячок. Теперь ваша задача сделать таких же персонажей. Можете выбрать цвета, которые вам больше нравятся. Можете что-то еще пофантазировать сюда добавить. Но сильно не усложняйте, пусть будут они простыми. Главное, чтобы они были вот такими вытянутыми. Ну, этого достаточно. И было узнаваемо, что они какие-то персонажи. То есть, соответственно, с лицом, с глазами, с ртом уже хорошо. То есть мы их можем определить и узнать. Что вам нужно сделать? Вам нужно теперь их сфотографировать и прислать мне. Это будет ваше одно из домашних заданий. И ответить на вопросы, которые будут написаны также под этим видео. Это и есть ваше домашнее задание. Когда вы ответите на все вопросы и прикрепите фотографию червячка и гусеницы, нажмите на кнопку «Урок номер 1 выполнен». На этом первый урок завершен. Выполняйте домашнее задание, и я вас жду во втором уроке. В следующем уроке мы научимся пользоваться приложением Stop Motion Studio, пользоваться одним из принципов анимации, снимать простые короткие пластилиновые ролики. Если тебе нравится придумывать и лепить персонажей из пластилина, то у тебя есть отличная возможность пройти полный курс пластилиновой анимации на мобильный телефон. Благодаря этому курсу ты выполнишь все этапы создания фильма, научишься писать сценарий, рисовать раскадровку, делать декорации и много всего интересного, чтобы создать свой полноценный анимационный фильм. А для тех, кто прошел экспресс-курс пластилиновой анимации, я подготовил выгодное предложение, которое действует целый месяц по промокоду. Промокод я отправлю тебе на почту или сообщением. Успей забронировать место и получить уникальный доступ к волшебному миру пластилиновой анимации.